Приветствую всех, кто зашел в гости на мой канал. Меня зовут Анжелика. И сегодня, наконец, видео, которое я немножко с ним затянула, о моих продвижениях по всем процессам. Это видео я планировала снять еще, наверное, недели 2 назад, но так случилось, что мне хотелось, чтобы у меня был уже финиш. Вот, ну, финиша немножко, до финиша чуть-чуть не дотянула, но решила показать вам все свои процессы, потому что уже и время подпирает, и начну с этого процесса первого. Вот мой испанский букет, вот его превью, и то, что у меня получилось вышить. Собственно, с этим процессом я немножко и отстала в съемке видео. Я хотела его уже финишировать с ним, но у меня еще остался бэк. И бэка осталось довольно много. Но я уже вот начала здесь бэкстич делать. Розы отбэкала. Но впереди еще столько цветов, что я думаю, если я еще буду продолжать делать бэк, у меня еще это видео отложится на 2 недели. Ну куда можно уже откладывать? Ну вот, посмотрите. Самое главное, что у меня уже закончила все крестики. Вот, уже все крестики на месте. Вот такая вот получилась картина. Она мне очень-очень нравится. В кадр не помещается. Большая такая, эффектная. Вот, полюбуйтесь. Но уже в следующем своем отчете, я думаю, это уже будет финиш. Бэк здесь несложный, квадратичный. Вот покажу вам поближе. Совсем несложный, даже интересный. Но вот почему-то меня надолго не хватает, чтобы я села и все сразу сделала. Вот мои розочки какие получились. Листики. Виноград. Вот то, что получается. Конечно, бэкстич делает свое дело, все становится такое объемное. Вот, ну вот, смотрите, что еще у меня впереди ждет. Пионы, нарциссы, сирень, тюльпан, дельфиниум. Вот эти цветочки, это у нас примулы, я так понимаю. Царская корона, это все еще впереди. Ну ничего, между прочим, самое главное, что уже все крестики я вышила. А бэкстич, между прочим, между другими процессами, это я уже сделала, это такое дело, так сказать, не очень, ну, в удовольствие. Я не буду себя сильно перенапрягать, чтобы сесть и это все до посинения вышивать. Нет, я буду по чуть-чуть, там цветочек, там цветочек. И в результате у меня будет финиш. Вот. Моя, конечно, шикарная картина. Очень я, конечно, ее вышивала с таким удовольствием. Я не могу вам передать. Только она ко мне пришла, я ее сразу же начала и правильно сделала. И я так смотрю, когда вот появляется наборчик, и некоторые, когда только начинаешь, вот они начинают двигаться. А когда мы все откладываем в запасы, вот оно лежит и год, и 2, и ты о нем думаешь и думаешь, но все равно он лежит и чего-то ждет. А так вот я начала по чуть-чуть, несколько вечеров, 1-2 вечера в недельку. И, ну, конечно, у меня ушло года 1,5 на эту картину, не меньше. Да, 1,5 года. Вот посмотрите то, что было. И мой уже оконченный результат. Долго мы не будем останавливаться на этой картине. Пойдемте дальше. А дальше у меня лисичка, которую я показывала вам в прошлом видео о моих процессах. И я ее закончила. Она маленькая, такая вот в удовольствие, быстрый процесс, туда-сюда, и все готово.
Если вы помните, я еще говорила о курочке, которая будет у меня рядом. Курочка таки будет. Но пока я ее не вышиваю. Сейчас вот вышила лисичку, сбила себе оскому. Мне так давно хотелось ее вышить. Вот такая вот классная получилась лисичка. Ну и курочку я тоже вот чуть-чуть немножко вот пройдет время, когда мне захочется еще повышивать на равномерке, я обязательно возьму и вышью курочку. Когда появляется вдохновение, то процесс летит очень быстро. И это все в удовольствие. Ну, не мне вам рассказывать. Все вы знаете, как все это у нас получается. Вот финиш, можно сказать, лисички. Но рядышком я еще планирую вышить курочку. Вот они у меня будут вдвоем. Курочка и лисичка. Пойдемте дальше. Следующий процесс, который я вышивала, была рождественская деревенька. Вот она. Вышивала я ее тоже несколько вечеров за все это время. И тоже взахлеб, не могла оторваться. Такая тоже приятная работа получается. Очень красиво. Ну, все вы знаете эту деревушку, уже весна, но ничего, я потихоньку иногда все-таки беру зимний процесс и вышиваю. Вот, вы можете сравнить то, что было у меня, и то, что получилось. Немножко повышивала деревьев. Деревья, конечно, вышивать удовольствие. Еще то, разброс этих крестиков. Немножко ломаются у меня глаза. Я вышиваю не по саге, а по схеме. Поэтому немножко я устаю. Ну, ничего. То, что получается, мне нравится. И они, в принципе, довольно-таки быстро вышиваются. Хотелось бы мне, конечно, в ближайшее время вышить 50% работы. В лето не знаю, буду я брать или нет ее, будет у меня настроение, буду вышивать по чуть-чуть, а если не будет, то чтобы я из сентября или с октября начала вышивать вторую половину. Хотелось бы мне ее закончить к Новому году. Вот я ее стартанула в новогоднюю ночь, и хотелось бы мне ее к новогодней ночи и закончить, чтобы у меня уже был результат. Так как я и вышивала парад шаров, у меня, ну, тютелька в тютельку я вложилась в год. Так вот получилось тоже. Вышивала не в напряг, а по большому вдохновению. Когда мне хотелось, я брала процесс и вышивала. И ровно год у меня занял этот процесс. Вот, посмотрите поближе, что у меня здесь навышивалось. Хочу в следующий раз, когда возьму этот процесс, позакрывать все-все-все крестики, которые я не дошила. И все отбекать. Все вот эти вот домики, церквушку, чтобы потом к бэку не возвращаться. Я бэк не очень люблю делать, поэтому сразу по ходу постараюсь его сделать. Вот такой вот у меня магнитик. Заказывала его на Алиэкспресс. Очень, девочки, он сильный. Очень-очень. Можно вообще пальцы себе просто и ногти поломать, когда его открываешь. Он очень сильный, крепкий. Ну, классный такой магнитик. Сейчас постараюсь его открыть, показать вам. Очень такой здоровский магнитик. Вот такие колокольчики. Как нельзя лучше подходит на этот процесс. Так, это то, что касается моей деревеньки. Посмотрите еще разочек на нее. Очень мне нравится. Вообще, очень-очень. Наше любимое слово «очень». И вот такой вот будет финиш. Вот. Пойдемте дальше. Вышивала я еще вот такой вот сэмплер.
Вот то, что у меня вышло. И покажу вам превьюшечку. Где моя превьюшка в схемах? Ага, вот она. Напомню вам, этот дизайн от фирмы Sunset, но реплика китайского производителя. Вот перед вами фирма этого набора. Вот будет такой вот результат готовый. Я вышила уже лето. Вот мое лето. Немножко не закончила. Здесь надо будет отбекать беседку. Ну, тоже, как я говорю, вышивала на вдохновении. Пару денечков взяла и повышивала в свое удовольствие. Посмотрите, что у меня было и что я вышила. И мне уже нравится. Это вот один эпизод из времен года, наше лето. И оно очень мне нравится. Вышивается легко и просто. Вышивка примитивная. Очень много полукреста. Дальше я буду вышивать. Пойду вверх. У меня будет весна. Пойдет дальше весна. Потом буду вышивать буковки. И, наверное, сразу по ходу буду вышивать рамочку, которая, видите, какая она интересная. Будет смотреться здорово. Так, где это? Сейчас настрою вам. Что фокус не ловится. Угу. Вот такой вот результат. Вот смотрите, еще раз поближе вам покажу, что получается очень красивое. Здесь 18 каунт. Бэкстич, конечно, преображает картину. Ну, в общем, тоже удовольствие, море от этой простой примитивной вышивки. Люблю я и примитивы. Пойдемте теперь дальше. Следующее, что я вышивала, моя садовая калитка. Садовая калитка. И что я навышивала? Вот. Посмотрите и сравните, что было и что у меня сейчас. Пошла я вниз. Вышивала вот это вот дверь. Окошко вот здесь довышивала. Ну, тоже я посидела с ней пару вечерков, не более того. По чуть-чуть вышиваю тоже не в напряг. Между другими процессами беру и вышиваю и этот. Ну, так вот у меня получается, в принципе. Вот я долго не задерживаюсь. Максимум 2-3 вечера, не больше. Потому что мне как-то становится скучно. Хочется уже других цветов, другого сюжета. Поэтому у меня в работе так и много их. Ну, штук 10. Штук 10 у меня есть. Потому что с того, что я планировала, пару финишев я уже имею. Вот этот будет третий, который я показала вам, букет на черном фоне. Вот моя калиточка. Тоже на ней мы долго останавливаться не будем. Покажу вам следующий процесс. А следующим процессом будет роза Даны по набору от Joy Sunday. И что я навышивала. Покажу вам сразу с изнанки. Вот то, что у меня вышито. И лицо. Вот смотрите. Ой, красивая она. Она уже начинает приобретать свой истинный вид. Листья. Это все акварельное. Тоже, когда я ее беру в работу, не могу от нее оторваться.
Вышивается она тоже легко, ну, нанесенка, сами понимаете. Вышиваю ее на руках в 2 прокола. Ну, красота. Нравятся мне нанесенки. Иногда хочется отдохнуть от схем, от всяких. И я беру тогда нанесенку. Здесь еще не все крестики позакрывала. Ну, беру по цветам и пошла закрывать символы. Вот, позакрываю все эти крестики. Тут еще есть и бэкстич. Вот бутон уже прорисовывается. Нравится мне, очень нравится. Уже хочется розы начать вышивать. Я уже немножко здесь пошла и розы вышивать по чуть-чуть. Вот. Но вообще планирую закрыть вот эту часть к розам, пробекать ее, а потом уже взяться за сладенькое. В восторге от этого процесса. Тоже, кстати, это набор один из тех, которые я только получила на руки. И я сразу же распаковала и села вышивать. И правильно, что я так сделала. Этот набор у меня движется. И в скором времени, я думаю, будет завершен. Может быть, даже к лету. Хотелось бы мне так, потому что очень много у меня цветов. И цветы я очень люблю вышивать. Очень. Это моя любимая тема. Вот, не будем больше останавливаться. Вот такие вот розы Даны. Так, и что я вам еще не показала? Ну, и покажу вот эти грибочки, которые я уже показывала в прошлом видео о своих покупках. Что я не удержалась, распаковала и тоже начала сразу же вышивать. Уже начала второй грибочек вышивать. Отдыхалочка, конфетка. По-другому я не могу назвать. Такое удовольствие, ну просто не могу передать. Ну, кто любит на пластике вышивать, те меня поймут. Вот, что получается. Мне очень-очень нравится на пластике вышивать. Казалось бы, ну, отвлекаешься, есть большие процессы, серьезные работы, намного красивее, но все равно рука тянется и к пластику. Эти милые такие сюжетики. Очень хочется. И обязательно буду вышивать, между прочим. Все у меня, между прочим. Вот такие вот грибульки. Тоже все вы их знаете. Они очень популярные. Вот. Это все сюжеты я вам показала, которые вышивала за этот период времени, что мы с вами не виделись. По-моему, показала все, ничего не забыла. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!